Привет, все армии. Сегодняшний вечер должен был быть как обычно. Нормальный. Спокойный. Без сюрпризов. Зазвонило уведомление Уиверс. Тэхён в прямом эфире. Армии входили один за другим, уже привыкшие к схеме. За кадром. Просто голос. Просто молчаливое присутствие, которое почему-то всегда казалось близким. Его голос был низким, теплым, словно говорил прямо в ухо. Неторопливый. Негромкий. И именно поэтому атмосфера казалась интимной. Затем что-то изменилось. Без предупреждения камера щелкнула. Тэхён появился на экране. Не тот Тэхён, которого мы обычно видим на сцене. Не айдол с идеальным стилем, а настоящий Тэхён. Его лицо стало более зрелым. Его глаза были мягкими. И там небольшая, недавно отросшая борода, слегка растрепанная, очень естественная. Незначительная деталь, но достаточная, чтобы тысячи сердец на мгновение замерли. В комментариях тут же воцарился хаос. Почему ты такой? Это слишком опасно, Тэхён, не выгляди влюбленным. Но это было только начало. Постепенно одна тема захватила все внимание. Одно слово, которое постоянно повторялось. День рождения. Твой день рождения скоро, верно? Какие планы? Снова выйдешь в прямой эфир? Что особенного в этом году? Тэхён прочитал. Тишина. Затем он улыбнулся. Не широкая улыбка, но легкая улыбка, которая, казалось, что-то скрывает. Он ничего не объяснил. Он не раскрыл подробностей. Он не давал пустых обещаний. Прозвучала всего одна фраза «Тихо». Но она потрясла весь прямой эфир. Для вас будет что-то особенное позже. Никаких дополнений. Никаких уточнений. Но именно здесь все взорвалось. Потому что в ту же секунду все мысли ARMY обратились к одному и тому же имени. Чингук. Как будто это было согласовано без слов. В комментариях разразился поток имен и сердечек. Чингук, фиолетовое сердце, фиолетовое сердце, фиолетовое сердце. Это точно Чингук. Тэкук снова. Я плачу. Экран заполнился смайликами любви. Они не останавливались. Они не замедлялись. Тэхён это увидел. Он знал. И вместо того, чтобы отрицать это, он выбрал молчание. Просто легкая улыбка. Всего лишь мимолетный, опущенный взгляд. Словно говоря: если вы знаете, вы знаете. Никаких доказательств. Никакого официального заявления. Но для Тэкука самые реальные вещи никогда не объявляются вслух. Они проявляются через маленькие жесты. Через момент, который кажется слишком удачным. Через улыбку, которая не нуждается в объяснении. Теперь этот вечер закончился. Трансляция закончилась. Но одно оставалось в сердцах всех. Вопрос, который становилось все труднее игнорировать. Что именно готовил Тэхён? И почему каждый намек всегда заканчивался одним и тем же именем? Чингук. День рождения еще не наступил. Но для ARMY Тэкука было ощущение. Что-то уже начало происходить. И с того вечера ничто не вернулось на круги своя. Трансляция закончилась. Экран снова погас. Но именно здесь и началось беспокойство. Армии Тэкука не спали дольше обычного. Время событий пролетело быстро. Обрывки улыбок Тэхёна прокручивались в голове. Тон его голоса анализировался.
Пауза перед тем, как он заговорил, повторялась снова и снова. Потому что что-то было не так. Слишком спокойно. Тэхён не звучал как человек, планирующий что-то незначительное. Это не звучало как обычный прямой эфир в честь дня рождения. Его тон был похож на тон человека, ожидающего момента. И чем дольше они думали об этом, тем больше одно имя казалось невозможным игнорировать. Чингук. Не потому, что его упомянули. Не потому, что его показали. А потому, что его отсутствие ощущалось так явно. Арми поняли. Каждый раз, когда Тэхён давал тонкий намек. Каждый раз, когда он улыбался без объяснений. Каждый раз, когда он говорил «вы узнаете позже». Обычно Чингук был именно там. За кулисами. За кадром. Но всегда в самом центре событий. В ту ночь, даже не появившись. Имя Чингука заполнило раздел комментариев. Это не было совпадением. Это был рефлекс. Потому что Тэкук всегда такой. Один движется. Другой чувствует. И были мелкие детали, которые нельзя было игнорировать. То, как Тэхён делал паузу перед ответом. То, как его взгляд скользил в сторону экрана. То, как появлялась его улыбка. А затем слишком быстро исчезала. Как будто кто-то точно знал, что он скрывает. С этого момента вопрос был уже не в том, что, а в том, кто. Чингук что-то готовил. Будет ли это тихий сюрприз? Как они всегда делают. Никаких объявлений. Никаких тизеров. Никаких ярких моментов. Просто мгновение, которое только что произошло. И если история Тэкука чему-то и учит, так это тому. Их самые важные моменты всегда происходят без предупреждения. Годовщина приближалась. Секунды тянулись все тяжелее. Каждый день ощущался как ожидание чего-то. Еще невидимого, но уже ощущаемого. Арми ждали не с криками, а с замиранием сердца. Потому что если действительно было что-то особенное, и если все подсказки указывали на одно имя, то когда этот день настанет, то слова не будут говорить. Но именно реальность в очередной раз парализовала мир фанатов. А для Тэкука именно так они всегда давали всем понять, ничего не говоря. Теперь ночь снова была спокойной. Трансляция была всего лишь записью. Но один секрет все еще витал в воздухе. Тэхён больше ничего не сказал. Никаких спойлеров. Никаких дальнейших намеков. Только одна простая фраза, которая все время звучала у него в ушах. Будет что-то особенное. И именно потому, что это не было объяснено. Секрет казался еще более масштабным. Его день рождения еще не наступил. Но казалось, что история уже начала разворачиваться. Тихо. За кулисами. Вне поля зрения камер. Был ли это сюрприз? Был ли это момент, который лишит Эйар Эмуай дара речи? Или что-то, что поймут только те, кто знал? Куда с самого начала вели все эти подсказки? Тэхён выбрал молчание. И в своем молчании он оставил вопрос, который будет висеть в воздухе до наступления этого дня. Когда этот день настанет? Раскроется ли секрет? Или же Тэхён сделает то, что у него получается лучше всего. Оставит мир в неведении, в то время как правда останется скрытой за его легкой улыбкой. Напишите свои теории в комментариях. Поставьте лайк этому видео, если вы считаете, что что-то особенное – это не совпадение. И подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить момент, когда секрет Тэхёна наконец раскроется. Потому что когда наступит его день рождения,
Эта история не закончится. На самом деле, она может только начаться. Спасибо, Арми, что досмотрели до конца. Ты Кук, все еще ты Кук.